Привет, друзья! Советские конструкторы серьезно подходили к своему делу или поставленной задаче. И если руководство страны поставило перед ними задачу создать какой-нибудь уникальный транспорт, то это обязательно делалось. И делали они это так, что этот транспорт порой удивлял весь мир. Вот так и появился на свет этот уникальный в своем роде огромный монстр – советский вездеход СВГ-701 Ямал. В те годы очень интенсивно разрабатывалась добыча нефти и газа. Эти вездеходы, которые были, порой не справлялись со своей работой. Требовался более мощный вездеход, который за один раз мог перевозить большое число грузов, такие как буровые установки, техника, топливо и так далее. Проект решили реализовать совместно с канадской фирмой «Форомост», которая имела богатый опыт постройки снегоболотоходов. С советской стороны участвовали инженеры СКБ «Газстроймашины». Новый снегоболотоход состоял из двух сочлененных платформ на гусеничных тележках. Трехместная широкая кабина располагалась в передней части платформы и была снабжена тройной системой отопления. Герметичную и хорошо утепленную кабину можно было прогревать от системы охлаждения двигателя, от автономного отопителя и от жидкостного теплогенератора. Сиденье водителя имело пневмоподвеску и множество регулировок. Также регулировался и руль. В качестве силового агрегата в моторном отсеке, который располагался за кабиной, трудился 715-сильный 8-цилиндровый Детройт дизель. Рядом находился автономный генератор и топливный бак на 2120 литров. Такого количества топлива Ямалу хватало на дальность хода около 700 км на одной заправке. Максимальная скорость снегоболотохода 15 км в час. Хорошую маневренность в поворотах столь длинному вездеходу, длина которого составляла 20 метров, а ширина и высота 4,7 и 4,5 метра соответственно, обеспечили две независимые гусеничные тележки, поворачивающиеся в противофазе. Задняя платформа соединялась при помощи шарнирно-поворотного устройства. Так как СВГ-701 Ямал не имел как таковой подвески, упругость им обеспечили умелокатки в количестве 4 штук в каждой тележке. Резинометаллические гусеницы, ширина которых составляла почти 2 метра, обеспечили малое удельное давление на грунт, в 2 раза меньше, чем человек. Вездеход имел лебедку для погрузки на платформу тяжелых грузов, а также для вытаскивания из болот застрявшей техники и для самовытаскивания при застреваниях. Бортовая платформа служила исключительно для перевозки грузов. Планировалось в будущем на его базе создать кран грузоподъемностью 140 тонн. А так как этот монстр мог перевозить грузы массой до 100 тонн, на него с пристальным вниманием смотрели военные. Хорошая техника для перевозки баллистических ракет по тундре. Всего было построено в 1985 году 2 таких снегоболотохода, которые в течение нескольких лет проходили испытания. И, возможно, они бы пошли в серию, и у них было бы большое будущее, как они и сами. Если бы не одно «но». В 1990-х годах начался распад Советского Союза. Надобность в таких огромных машинах отпала. Но эти две готовые машины еще работали около десятка лет, пока не выработали свой ресурс и были утилизированы. Вот так и закончилась короткая жизнь этих болотных монстров СВГ-701 Ямал. И если мой ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.